Олень, олень и снова олень. На трассе одни олени. Какая красота! Мы собрались в Томаму Ice Village, в ледяную деревню поехать. Сегодня вот такая погода. Мы приехали уже в Юбари. Тут снега. Заехали в местный 7-Eleven. Набрали вкусняшек вот таких. Сейчас перекусим, дальше поедем. Ну, почему такое говно и все вкусное? Вот все говно, все вкусное, не полезное. Ну, в принципе, такой фуд где-то раз в 3 недели можно позволить. Вкусно, но вот масло туда набухано вообще. Что-то прям у меня там печенка, наверное, выскочит. Манджу, моя любимая манджу. Более натуральный вкус. Вот это вкусно. Это, короче, бабкина сладость. Бабки с дедами вот такое любят. Я уже бабка, поэтому мне вот такое нравится. Раньше я вот это не понимала. Думаю, какая-то фасоль. Сейчас, видимо, уже все в бабку превратилась. И все. Вот такое нравится. Это не сахарная пудра. Это обвалено в крахмале, чтобы, видимо, вот к этой пленке не прилипало. Вот это вкусно. Это вообще жирная прям. Ты съела? Тут тойтели. А то это тайкара. Ну, у меня, допустим, детяки покупают вот такое вот. Фанта, сайда. Короче, типа фанта виноградная. Вот эти чипсы. А у меня вот такое вот бабкина оча. Вот такое вот. То есть манджу. Вот это вот якимо. Картошка сладкая. Ну, типа такой вот маленький пирожочек. И вот куриманджу. Куриманджу, типа, ну, желудь. Сейчас еще такая погода. 0 где-то даже +1, потому что мы сейчас вышли вот в таких кофтах. И абсолютно не холодно. Но как мы обратно поедем ночью по замерзшей дороге? Вот это меня волнует больше всего. Ice Village, ледяная деревня, находится в где-то, не знаю, в часах 3 езды от Саппоро. То есть мы уже где-то полпути проехали. И сейчас приедем, ну, в общем, посмотрим там на ледяную эту деревню днем, потому что там днем как бы, ну, просто лед и лед, там строение вот эти вот и все. А ночью там включается подсветка, и можно будет походить, посмотреть, вот это вот все красиво. Еще там есть мост. Я не знаю, мы успеем на него, нет? У нас единственный выходной выдался, единственный. Поэтому мы решили его использовать на полную катушку и поехать куда-то подальше посмотреть, потому что, ну, не часто время выпадает. Ладно, поехали. Уже там все накрашивается. Северным регионам во всем мире не существует.
подъезжаем к Хидака. Как хорошо. Мой прикид. То есть вот у меня там, ну, под низ делают, как будто вот весна какая-то. Зимы, то есть вообще не чувствуется. Хотя на дворе февраль. Снежочек такой, так приятно. Тут вот народ на стоянке приехал, машины все бросили и куда-то уперлись. Где-то что-то есть, потому что вон там дорожка вон протоптана, и что-то где-то, видимо, уходят топтаться в горы. Я бы тоже потопталась. Я не знаю, где-то сейчас плюс, наверное, 3. Уже 88 километров проехали. Что-то журчит. Класс. Ладно, поехали дальше. Зима, деревня и заброшек. Полная деревня. То есть это мы выехали от Хидака и просто заброшек. Вон заброшка. Вот заброшка. Все заколочено. Дороги все разбитые. Они тут залеплены. Я не знаю, когда в последний раз ремонт тут был. То есть уже на окраинах Хоккайдо практически людей раз-два и обчелся. Все вот это вот село, оно заброшено. Снег убирается. Вот полностью дом заброшка. Господи, такая тишина. Я слышу стук своего сердца. Это поселок, я не знаю, как он называется. Это вот между Юбари и Томиучи. Гараж вообще весь разрушенный. От снега. Снег навалило, крыша проломилась полностью. И здесь тоже вот уже. Ой-ой-ой, не, я проваливаюсь. Тут я не смогу зайти. Велосипед вон стоит. Я уже туда дальше не пойду, потому что там начинается лес. Я так думаю, что там домов уже больше нет. И на Хоккайдо скрывают численность населения. Они пишут, что на острове живет 5 миллионов человек. Но нету 5 миллионов человек. Ну где вот здесь вот насчитаешь 5 миллионов человек? Ну вот, целое заброшенное село. Но от силы живет, 3,8 и может быть около 4 миллионов, но никак не 5 миллионов. Просто скрывают. В принципе, это все страны так делают. Все скрывают численность населения. Сейчас непонятно, в какой стране сколько человек живет. Все врут, все везде. Везде ложь. Посмотрели в интернете, сколько стоит билет до Томаму, из Саппоро до Томаму. Значит, на одного человека туда и обратно 10 тысяч на JR Hokkaido, если покупать билет. Это получается, что проще взять в аренду машину, тем, у кого права, конечно, есть. И она обойдется, не знаю, в 2 раза дешевле, чем вот эта электричка. Это очень дорого. В общем говоря, по Хоккайдо путешествовать и не так-то и дешево. Это Симукаппу, деревня или село. Но, по крайней мере, тут хотя бы люди живут. Мне кажется, тут Айнуджин живет, да? Айну. Симукаппу, айнское название. Вот тут еще какой-то населенный пункт нормальный. Да, и школа есть. Средняя школа. В общем говоря, мы посмотрели население. Написано, что Сен-Нихякунин, то есть 1200 человек живет. И из них 60 гайгокуджин, иностранцев. Мне кажется, что тут нету Сен-Нихякунин. Не может быть. Потому что вон там тоже опять заброшки идут. Вот они. Там окна заколочены все. Еще мы посмотрели сейчас, сколько учится человек вот на всю эту деревню, вот в этом Чугаку в средней школе.
Там учится 9 человек всего. На всю деревню детей 9 человек. Симукапу мы проехали, то есть мы посмотрели, что школа там есть, вот где центр, мы туда сначала заезжали, в центре все есть, люди живут, а здесь вот выезжаешь за пределы, то есть деревня, где заканчивается, вот уже начинаются опять заброшки. Такие старые дома, там тоже они рассчитаны, это уже старые дома, рассчитанные где-то на 2-3 семьи, и много вот таких домов, они полузаброшенные, то есть там в каких-то квартирах люди живут, а в каких-то нет. Но, кстати, снег убирается, прям все везде чисто, даже вот и к заброшкам есть подход. То есть, видимо, какие-то ангары типа вот такого вот или еще что-то. Вот это здание, может быть, оно и заброшено, вот заколочено. Рядом вот кто живет, видимо, пользуется или ангаром, или чем-то, поэтому еще как бы подход к вот этим зданиям есть. 6 минут до прибытия. Такая вот деревня. Парковка очень большая, кстати. И вот такие вот отели в виде башен. Ну, крутяк. Вообще очень, очень красиво. Это, то есть, кто приезжает из иностранцев на лыжи. Здесь горнолыжный курорт. Вон они трассы. Вот они все. И можно остановиться вот здесь. Так, там какая-то кафешка. Мы сейчас пойдем туда. Деревянные какие-то лестницы. Китайцев очень много. Опять от Зубарева все приехали сюда, на Хоккайдо. Так. В общем, говорят, по ходу дела, вот эта кафешка, она связана с фермой вот этой молочной Томаму. Купили один карамельный чизкейк, а другой какой-то летний. Сидишь, пьешь чай и смотришь на природу. Боже, красиво как. Можно, кстати, пойти покататься. Тубзон-чек в Томаму. Господи, тут какие-то двери, мамочки. А вот приват. Мужской, женский. Вот этот рукав, он соединяется отель с отелем, то есть вот оттуда и вот здесь вот через вот этот отель дальше до самого подъемника. Ну вообще, кстати, круто. Да, вот. Стрелочка идет 7 минут, и ты наверху. Класс. Вот он, этот Ice Village, вот этот. Там даже есть какая-то церковь. Это, видимо, протестантская какая-то церковь для церемоний. Тауэр, вот эти вот 2 башни туда. Прямо. Ризонаре, Томаму. Что это такое за Ризонаре? Что это? А, это другой отель. И какая-то за Вирджи Арфа есть. А что это за Вирджи Арфа? Непонятно. Значит, мы сейчас пойдем спросим в этот центр, где билетики эти покупать. Пускай нам все расскажут. Потому что тут указатели есть, а ничего не понятно. На сайте написано, что вот эта деревня ледяная, она открывается с 5 часов. То есть там все изо льда. Там какие-то бары изо льда, даже какие-то тарелки изо льда.
кружки изо льда. Я не знаю, унитаз там изо льда или нет. Если там унитаз будет изо льда, я вообще буду в культурном шоке. Я обязательно схожу в этот туалет и посмотрю. Прям буду себя снежной королевой чувствовать на ледяном унитазе. Господи, это прям какая-то сказка. В вот этот Ice Village нужно заходить через вот этот отель. Здесь покупаются билеты и заходится внутрь. Посмотрим сейчас. Очередь такая. Там автомат. В автомате нужно купить билетик. Уже все, практически кто купил билеты, внутрь заходят. Вот мы спускаемся. Ну и вот здесь через отель выходишь. В общем, через отель входишь, платишь и также через отель выходишь. Ой, холодно, мамочки, холодно. Ice Village. Ice Village. Первая у нас локейшн ворота. Все уже собрались и здесь сейчас зачекинятся перед входом в ледяную деревню. Вроде как и не холодно, но вот морозец какой-то такой стоит, который до костей пробирает. Смотри! Ого! Какая красота! Этот пруд зимой замерзает и можно покататься на коньках. Но так как сегодня днем была плюсовая температура, пруд, возможно, чуть-чуть подтаял. Поэтому сегодня на коньках кататься нельзя. Объявление прямо у них было на сайте. Вот, поэтому на коньках мы, конечно, не покатаемся. Вот она деревня. Вот она. Там неподалеку трассы лыжные и отельчики вот здесь вот горят. Ну, красота. Ну, даже на тюбах можно покататься. Чтобы попасть в деревню, нужно скатиться на горке. Я не знаю, мы бы лучше пешком бы дошли. Вон уже инструкция, значит, как правильно скатываться на горке. Нужно только сесть, руки в стороны. Лежать, скакать нельзя, прыгать нельзя. Один за другим скатываться нельзя. Короче. Красота. Уже наша очередь подходит. Вот какая у меня хорошая курточка. О, тепло. Господи, как хорошо-то. Мои руки красные. Мои руки. Кстати, очень много иностранцев. Очень много. И мне кажется, что это малазийцы. Есть кто с Сингапура, прям вот слышно. Ну, их сразу понятно. И есть кто с Индии приехал. Ну и китайцев полным-полно, конечно. Ты что, меня засняла? Боже. Какой кошмар. Мы чуть-чуть погрелись,
Теперь пойдем по деревне пошарахаемся. В одном из своих видео я уже как-то показывала и рассказывала, как японцы делают деньги изо льда. На озере был вариант номер 1. Сейчас я покажу вариант номер 2, как можно развернуть целый бизнес и рубить деньги изо льда. О, здесь даже градусник ледяной, температуру, который показывает. Тут даже теплее, чем на улице. Все ледяное. И, кстати, кто вот хочет необычно отпраздновать вейдинг-пати, вейдинг свой, то есть церемонию провести, можно даже вот в этом ледяном помещении. Классно, круто. Отель, который можно арендовать. Люстра такая красивая. Кровать. Столик даже. Там, кстати, Wi-Fi есть? Нет. Бокальчик, по всей видимости, для того, чтобы перед сном хлопнуть и забыться. Можно послать открытку, в общем говоря, отсюда кому-нибудь. Там даже вон печать стоит, вот она. Здорово. Класс! Столько много. Тут даже стаканчики ледяные. Классно. А здесь что? А здесь мороженое? Здесь что это? Это пирожное. Вот эти 3 заведения, они соединены в одно. Начинается там все с алкогольного бара, потом переходит в дринк-бар, то есть там можно обычные соки попить со стаканчиков и вот это вот сладости. Можно пирожное купить, какой-то коктейльчик такой взять легкий, не алкогольный. Алкогольное было первое заведение. И попить сок вместе с пирожным. Так, что у нас здесь? Следующая локация — это какой-то магазин. О, это Айс Бутик. Корено бутику. Здесь что у нас продается? Всякие аксессуары у нас, сережки. В общем, как магазин «Снежная королева». А здесь у нас какие-то сувениры продаются. Сувениры, брелки, кружечки. Это сиру, наклейки, да. Рамен я. Вот. Сюда можно зайти и покушать рамен. Ледяные тарелочки, рамен накладывают. Ладно, все, мы возвращаемся. Классно, то нам еще ехать в родимые трущобы саппоровские. Подышали воздухом. Ты рада? В общем говоря, расклад такой, что те, кто приезжает сюда кататься на лыжах, или, допустим, вот иностранцы, они остаются в отелях, поселяются в отелях, остаются, у них очень много времени, и можно походить, посмотреть, полюбоваться красотами, сходить в онсен и так далее. Здесь находится это все рядом, и здесь очень много мест есть, куда можно сходить. А, соответственно, если приезжать
приезжают вот такие, как мы, которые вот просто ради ледяной деревни приехать, полюбоваться красотами и остановиться в отелях, это очень дорого. Самая дешевая комната будет, наверное, стоить где-то около 7-8 тысяч в сутки. За двоих человек это будет стоить где-то около 20 тысяч. Плюс еще, если посчитать расходы на машину, на аренду и так далее, поездка просто будет слишком накладной. И мы не можем остановиться в отеле, потому что у нас, допустим, завтра вот у нас секция в школе. Камаи. Классное сердечко. Надо было на снег положить. Что, зачем выкинула? Но в принципе, возможно вот приехать и уехать. Единственное, что я переживаю из-за того, как сейчас возвращаться. Потому что возвращаться по темноте 200 километров, это очень-очень-очень геморно. Геморно в плане того, что здесь леса, здесь бегают животные, могут выскочить олени и так далее. И за 200 километров от Саппоро оставаться как-то, совсем уж не хочется. Но в принципе доедем, доберемся. Туман, ничего не видно, ужас. Такое впечатление, что приехали в horrible деревню, как из фильмов ужасов. Там впереди кто стоит, вообще ничего не видно. Здесь вообще ничего не видно.